Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я к вам с восхитительной, очаровательной красотой пришла, вот с этим джемпером. Буквально совсем недавно нашла его на страницах одного очень модного интернет-магазина. Да, узор похожий, я уже делала видеопроект на джемпер, но это совсем немного другой, видоизмененный узор, поэтому будет и проект на данный джемпер. И цвет другой, и узор другой. Составила я сегодня описание вам и схему нарисовала для данного узора. Шик, блеск, красота. Нарядный, модный, стильный. Это такая яркая, неприкрытая красота, броская красота. Сейчас я вам полистаю. Надеюсь, что вы согласитесь со мной. Он бывает вот в таком цвете, в молочном красивом, вот в таком каком-то кирпичном ярком цвете. Я нашла в разных интернет-магазинах эту модель. И, в общем-то, сейчас давайте приблизим узор. Смотрите, здесь очень хорошо и четко видно прекрасный, очаровательный джемпер. У нас сочетается тугой такой жгут и такая красивая вертикальная ажурная дорожка. Очень красиво смотрится. Еще цвет такой, знаете, коричнево какой-то рыжий, да, цвет такой модный, очень трендовый. Но он вот, кстати, и в молочном цвете тоже довольно эффектно смотрится. В общем, мне модель просто увидела и все, и полюбила ее сразу. Про меня это разговор особый. Вот я вам схему приближаю, смотрите, здесь как все это четко видно, да. У нас с вами классика, спущенный рукав, все детали вяжутся раздельно. Очень высокая манжета на рукавах, да, вы видите, связана резиночкой 1 на 1. Здесь тоже планка 1 на 1, и по низу, здесь вот не видно, сейчас давайте дойдем, вот здесь тоже в этом цвете плохо видно. Кстати, вот в большом размере, как он будет смотреться, кирпичный такой цвет используется. Вот эта же самая модель смотрится довольно эффектно в большом размере. Так, и смотрим и далее листаем. Сегодня мы будем рассматривать с вами размерчики 44-46, 48-50, 52-54. Я уверена, что данную модель можно видоизменить как тунику ее сделать длинной, для 52-54, кстати, это будет шикарно смотреться. Этот узор можно использовать также для вязания жилета без рукавов, да. Я буду сегодня пряжу использовать с шерстью. Я все-таки считаю, что джемпер обязан согревать, в общем-то. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. Да, он несет такую функцию, согревающую элемент одежды. Вот. Поэтому пряжа будет шерстью, и ее тоже можно летом носить в прохладную погоду. Это мое личное мнение, я его никому не навязываю. Поэтому, конечно, можно взять пряжу и с хлопком. Это все на любителя, девочки. Возьмете похожий метраж пряжи и свяжете по моим расчетам. Ничего в этом нет страшного и сложного, согласитесь. У нас будет описание в виде текста выложено под видео. Я думаю, что вы сами все ознакомитесь, прочитаете, и все будет у вас понятно и легко вязаться. Конечно, данный джемпер потребует определенных навыков вязания, то есть новичкам я не рекомендую браться за данную модель. Все-таки эта модель посерьезнее, чем просто простая и легкая. Все-таки узор требует переплетения, уметь переплетать. У нас здесь 6 петель, жгутик будет переплетаться направо все время. Так, всем, кому понравилась модель, оставайтесь со мной на канале. Сейчас я вам показываю пряжу, которую я подобрала для вязания. Ее будет несколько вариантов.
От дешевых до подороже. Так, девочки, для вязания я предлагаю пряжу Yarn Art Silk Royal. Это турецкая пряжа. 50 грамм, 140 метров. Очень хороший состав. 35% вискозный шелк. 65% шерсть мериноса. Пряжа имеет очень характерный такой блеск. Небольшой шелковый, да. И она пушится. Пушистая пряжа. Такой, знаете, немного меланжевый эффект. Такой еле заметный, видите, и пушится. Шикарная пряжа. Я просто в восторге. Она абсолютно мягкая, совсем не колется. Спицы я использую 3,5. Вот так выглядит наш образец. Хочу обратить внимание, что первую часть я вязала по схеме 1, которую составила. И вот этот образец я приблизила полностью к оригиналу. То есть я имею в виду вот эти закрытые, вот эти две петли, две вместе. Здесь я вязала по логике, видите, по логике. А здесь я вязала как в оригинале. Вы видите разницу, да? То есть здесь идет противоположное закрытие, направо-налево, поменяла местами. Поэтому выбирайте для себя тот вариант, который для вас более приемлемый. У нас с вами узор довольно просто вяжется. Схема элементарная, я ее нарисовала по модели. И у нас тут еще в окружении все это жгутиков идет. То есть у нас между жгутиками и ажуром идут 2 изнаночные петельки. И вот так это все красиво смотрится. Очень красиво и очень нежно смотрится. Без подобной красоты получается ажурный узор, ажурный джемпер смотрится просто шикарно. Еще пряжа такая просто великолепная. Она, конечно, не дешевая, девочки. Как альтернативу я всегда привыкла показывать, да, другую пряжу. Сейчас я вам покажу пряжу, которая мне тоже очень нравится, и она подходит по характеристикам. Такая же мягкая. Это пряжа Yarn Art Merino Deluxe 50. Она, ну, как вы понимаете, той же фирмы, но в ее метраж такой же, 100 грамм 280 метров. В составе 49% шерсти и 51% акрил. Мягчайшая пряжа, прекрасно вяжется и прекрасно проявляет себя в носке. В общем, великолепная пряжа. Цвет, только вот у меня нет такого цвета, такого какого-то рыжевато-кирпичного, да. Вот, цвет у меня только такой. Но я бы очень вам порекомендовала эту пряжу. Она бюджетная, она недорогая. Так, второй вариант, который я бы предложила, это вот такая пряжа. Эта пряжа не дешевая. Фирма турецкая Этрофил по итальянской лицензии. Здесь тоже в составе шерсть мериноса 60% и 40% акрил. 50 грамм 160 метров, но она толстенькая такая, знаете, упитанная. Она по толщине абсолютно такая же, как вот эта, в которой 100 грамм получается 280 метров, да, 100 грамм 280 метров. А здесь у нас цвет тоже такой, знаете, вишневый цвет красивый. Цвет надо подобрать, если вы хотите. А в оригинале у меня тоже такого цвета не оказалось. Но и этот цвет мне тоже очень нравится. Пряжа бесподобная. Прекрасно ведет себя в носке. И прекрасно тоже, знаете, меланжевый эффект. Она очень мягкая, шикарная пряжа. Я тоже очень ей довольна. Очень. Видите, да, какой тоже там какие-то вкрапления такие белесые. И еще у нас есть вариант совсем простой, совсем дешевый. Это пряжа Alize Superlana Classic. 25% в составе ее шерсть и в 100 грамм тоже 280 метров. То есть по толщине она такая же, как наша. И в ней она совсем дешевая, в ней
содержится всего 25% натуральных волокон, остальное акрил. Но пряжа очень хорошая. Также мне очень нравится, прекрасно ведет себя в носке. И, в общем-то, одни положительные эмоции у меня вызывает. Она совсем недорогая, совсем недорогая. Всем рекомендую я эту пряжу. Итак, мои хорошие, давайте сейчас приступим, смотрим схему. Я ее, значит, там показываю. Схема узора у нас выглядит, девочки, вот таким образом. Это схема, как в оригинале, 1 в 1. Я сделала 20 рядов высота и 19 петель ширина узора. Это начиная от жгута и кончая вот этими двумя изнаночными слева. Вот эти две изнаночные, это для симметрии справа я добавила. То есть 19 петель у нас идет ширина раппорта. Вторая схема, я про нее буду говорить сегодня, она немножко по-другому повернуты, вот эти две вместе, да, и я покажу вам сегодня образец, вы поймете, в общем-то, о чем идет речь. Дело в том, что можно вязать, как мы привыкли, классическое наше восприятие, да, по логике вещей, здесь вправо наклон, здесь влево наклон, да, и идет такая ровная цепочка. Ровная цепочка петель. Вот. А там, вот в этой схеме, здесь идет неровная цепочка, но она идеально приближена к идеалу, к тому, что к оригиналу, к тому, что мы видим с вами в оригинале. Вот. Поэтому две схемы. Выбирайте себе на свой вкус. Я буду сегодня показывать, вязать образец вот по данной схеме. Как в оригинале. Так, теперь про выкройку. Вот такая у нас с вами выкройка есть. Это классика. Здесь будет прямоугольная пройма, такая чисто импровизированная. Так же, как чисто импровизированный у нас с вами окат рукава будет. Но он будет все равно присутствовать. У нас скос плеча здесь обнаруживается и небольшой скос рукава у третьего размера. Все размеры, детальные расчеты мы делаем с вами в расчетной части, и там я все озвучиваю. Ширину, высоту и так далее. Все петли я рассказываю, как расположить узоры. И все это дело у меня объединяется вот в такое описание, которое я выкладываю под видео, девочки. Под видео вы там все прочитаете. Здесь очень подробно я рассказываю, сколько петель куда приходится, на какой высоте делаем скос плеча, вырез горловины, пройму и так далее. Читайте самостоятельно. Зачем мне это вам зачитывать? И времени не хватит, согласитесь, да? Повторяю, все будет выложено под видео. Так. Ну и сейчас приступаем к вязанию образца узора. Итак, девочки, для вязания образца набираем 31 петлю. И у меня две схемы. Я по первой схеме связала и показываю вам, как выглядит у нас образец, да, вот так. То есть здесь петли развернуты по логичному нашему, как говорят, восприятию. Направо, налево, вот эти вот лицевые идут, да, видите, направо, налево, как мы обычно это привыкли делать. В оригинале, девочки, нарисовала новую схему, в оригинале нет такого логичного подхода, и это вот логичная схема, я ее тоже разместила в сегодняшнем проекте, она есть. А это схема та, которая в оригинале. Вот она, я ее тоже нарисовала. И здесь нелогично у нас с вами повернутые петли. И я буду показывать вам сейчас оригинальную версию. Потом сравните, примите решение, какая вам больше нравится, по такой будете вязать. В образце будет показана и версия моя, да, скажем так, и версия оригинала. Вяжем первый ряд. Кромочная, 2 изнаночные. Затем жгут на 6 петлях. Вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 изнаночные. Начинается мотив наш ажурный. Ажурный мотив на 9 петлях. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид,
Снова 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные, 6 лицевых жгута, 2 изнаночные, кромочные, изнаночные вяжется. Связали. Все четные ряды являются изнаночными, и мы вяжем их, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. Третий ряд у нас вяжем. Кромочные сняли 2 изнаночные. В нашем жгуте будут перекрещивания 6 петель направо. Для этого 6 петель я снимаю на правую спицу. Первые 3 петли у меня будут за работой. Я их вот так с помощью вот кончика сзади, видите, за работой, значит, кончик левой спицы я ввожу в эти первые 3 петли сзади и правую вытягиваю. Вытащила. У меня на левой остались 3 петли, а следующие 3 петли с помощью правой спицы я возвращаю на левую, но уже перед работой. Получилось, я перекрестила 6 петель направо, 3 на 3. Все 6 я вяжу лицевыми. Все. Дальше 2 изнаночные идут и наш ажурный мотив. Вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, мотив связали, 2 изнаночные, 6 лицевых перекрещиваем также направо, жгут. Также я снимаю 6 петель на правую спицу, первые 3 за работой, следующие 3 перед работой, все поменяли местами и провязали как 6 лицевых. Две изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5-й ряд. Смотрите, в косе в нашей 4 ряда раппорт узора составляет всего высоту, вот в нашем жгутике. Поэтому будет сейчас повтор раппорта. Кромочную сняли 2 изнаночные, 6 лицевых, снова 2 изнаночные и ажурный узор вяжем 5-й ряд. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Связали на 9 петлях. Далее идут 2 изнаночные и 6 лицевых. Жгут. Снова 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд вяжем следующим образом. 2 изнаночные. В жгутике перекрещивание снова 6 петель направо. Сняли 6 петель на правой спице и поменяли местами. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Все 6 вяжем лицевыми. Две изнаночные. И начинается наш мотив на 9 петлях. Первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая,
раппорт связан. 2 изнаночные идут. В жгуте перекрещивание 6 петель направо. 3 за работой, 3 перед работой. Поменяли местами, вяжем как 6 лицевых. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная, связали. 8 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 9 ряд. Следующим образом. Кромочную сняли 2 изнаночные. В жгуте 6 лицевых. 2 изнаночные. В нашем мотиве на 9 петлях 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Связали. Дальше идут 2 изнаночные и в жгуте 6 лицевых. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. 10 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. 11 ряд узора. Вяжем. В жгуте будут перекрещивания. Кромочную сняли 2 изнаночные. Перекрещиваем 6 петель направо. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой. Поменяли местами, все 6 провязали лицевыми. 2 изнаночные. В нашем ажурном мотиве первая лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Вяжем следующим образом. Меняем первую, вторую петельки местами так, чтобы вторая оказалась поверх первой. Вот так. Накидываем вторую поверх первой. И все 3 вместе вяжем одной лицевой. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, еще один накид, лицевая. Связали. Дальше идут 2 изнаночные, перекрещиваем 6 петель направо, и вяжем 6 лицевых. 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем 12 ряд, вяжем, как смотрят петли. 13 ряд. Вяжем. Кромочную сняли 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные. Вяжем ажурный мотив. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая по центру, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Связали. Далее идут 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем 14 ряд, вяжем, как смотрят петли. 15 ряд. Кромочная, 2 изнаночные. В жгуте перекрещивание 6 петель направо, сняли 6 петель и поменяли местами по 3. Первые 3 за работой, следующие 3 перед работой, все 6 вяжем лицевыми. 2 изнаночные. И в нашем ажурном мотиве первые 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 3 вместе, лицевой с выделением центральной петли. Первую, вторую петельки меняю местами, вторую накидываем поверх первой. Все 3 вяжем одной лицевой.
делаем накид и снова 3 лицевые. 1, 2, 3. Мотив связали, 2 изнаночные, перекрещиваем 6 петель направо, сняли 6 петель на правую спицу, первые 3 за работой, следующие 3 перед работой, поменяли их местами и все 6 вяжем лицевыми. Две изнаночные, кромочная, изнаночная, связали. 16 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. 17 ряд у нас. Вяжем 2 изнаночные, 6 лицевых, жгута, 2 изнаночные и наш мотив ажурный. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, лицевая по центру, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, связали. Далее идут 2 изнаночные, 6 лицевых, 2 изнаночные, кромочная, изнаночная. Связали. Переворачиваем. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем. Первая кромочная. Сняли. 2 изнаночные. В жгуте 6 петель перекрещиваем направо. Меняем по 3. Все 6 вяжем лицевыми. 2 изнаночные и вяжем наш ажурный узор. Лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 3 лицевые по центру, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, связали. Дальше тут 2 изнаночные, 6 петель перекрещиваем направо в жгуте, вяжем как 6 лицевых. Снова 2 изнаночные, кромочная, изнаночная, связали. Девочки, 20 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт узора заканчивается. И повтор с первого ряда идет. И теперь вы видите, что различие между первым и вторым вариантом несущественное. Выбирайте любой, девочки, какой вам более приятен. Да? То есть здесь мы меняли направление перекрещивания вот этих вот петель, когда 2 вместе провязывали, на прямо противоположное, чем вот в этом мотиве. Понятно, да? Какой вам нравится, девочки, такой и вяжите. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца. Горячим паром обдаем наш образец. Тянем его, он пластичный, очень податливый. Тянем его в разные стороны. Аккуратно тянем, девочки. Так, вытянули. Надо обратить внимание на крайние петли. Их надо тоже выпрямить, поскольку кромочные у нас также будут участвовать в расчете плотности. Ну да, тяжело выпрямить, но все-таки надо постараться. Так, выпрямили как могли, да? Еще разочек. И все это так аккуратненько оставляем сохнуть. Итак, наш образец с вами высох. Все хорошо. Берем простую линеечку и измеряем его ширину. Прикладываем нашу линеечку и измеряем. Итак, 13,5 сантиметров. Саш, можешь мне принести ручку?
А что у тебя? Нету? Нету. 13,5 сантиметров, и мы набирали 31 петлю. 31 разделить на 13,5 получится плотность 2, я бы так сказала, 3, да? Округляем, конечно, тут, спасибо, 2,3. И давайте запишем, чтобы не забыть. В 1 сантиметре у нас получилась плотность 2,3 петли. Теперь вертикальную плотность давайте измеряем. Прикладываем нашу линеечку и измеряем. Смотрите, 15,5 сантиметров. Считаем ряды. Итак, девочки, у меня получилось 39 рядов, потому что последний 20 ряд я не вязала. 39, а так было бы 40. Два раппорта связаны по 20 рядов. И мы делим на 15,5 сантиметров, получаем плотность по вертикали 2,5. То есть это вот такая получается плотность. И давайте запишем в 1 сантиметре 2,5 ряда. Вот такая плотность по вертикали. Сейчас с этими цифрами будем делать расчеты. Смотрим выкройку. Итак, сегодняшний свой расчет я буду строить вот по этой выкройке. И сразу давайте с вами про размеры. У нас будет сегодня участвовать 3 размера. 44, 46, российский размер, 48, 50 и 52, 54. Вот такие будут сегодня измерения у нас. И давайте теперь сразу попетельно про ширину, длину и далее как считать. Первый размер 44-46 будет иметь ширину 53 сантиметра. В петельном эквиваленте 53 сантиметра мы должны умножить с вами на плотность, которую мы определили сегодня по горизонтали. В 1 сантиметре 2,3 петли. 53 умножить на 2,3, это будет 122 петли, как видите, да? 122. Так, второй размер у нас идет 56 сантиметров. Это размер 48-50, российский размер. 56 на 2,3 плотность умножить будет 129 петель. Третий размер. Ширина спинки переда 61 сантиметр. Это размер 52-54 российский. Умножаем на 2,3. Получаем, девочки, 141 петлю. Нам понадобится для правильного расположения узоров. 141 петля. Так, европейские размеры определяются путем вычитания числа 6 из российского размера. Понятно, да? Но лучше ориентироваться, конечно, по ширине изделия. Длина изделия на первый размер 59, на второй 60 сантиметров, на третий 61 сантиметр. Вот так выглядит наша выкройка. У нас здесь сегодня будет квадратная пройма. За раз мы будем закрывать 8 петель. На все размеры одинаково я сделала. Причем вот эти 8 петель старалась я учесть наше расположение узоров. И давайте теперь про это расположение узоров поговорим. После того, как вы свяжете планку резиночкой 1 на 1, нижнюю планку, мы переходим к вязанию узора. На спицах у нас на тот момент должно быть, как я уже сказала, 122 петли, 129 и 141 петля в зависимости от вашего размера. Для резинки я набираю на 20 петель меньше, 102, 109, 120, 111. И затем в последнем изнаночном ряду мы делаем прибавку 20 петель на все размеры. И только после этого начинаем вязать ажурным узором. Для того, чтобы понять,
вот мое вот это схематичное расположение. Сейчас я вам показываю схему. Смотрите, девочки, что такое 19 на вот моем схематичном расположении узоров. 19 это раппорт узора, который начинается от нашего жгута на 6 петлях. Вот начинается. Затем идут 2 изнаночные между ними, наш ажурный узор на 9 петлях и еще 2 изнаночные. То есть вот в сумме это 19 петель. Я объединила их и назвала раппорт в ширину. Высоту он 20 рядов, да, мы судим по нашему ажурному узору, а в ширину 19 петель. Еще раз повторяю, начинается от жгута на 6 петлях, заканчивается 2 изнаночными. Вот это я называю 19 петель. Так, и смотрите дальше. Первый размер. Значит, у меня уместилось 6 раппортов по 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для симметрии я добавила жгут на 6 петлях слева и кромочные справа-слева. В сумме 122 петли получилось. То есть у нас начинается здесь со жгута на 6 петлях, заканчивается жгутом на 6 петлях. Второй размер, девочки, здесь вот у меня идет также 6 раппортов подряд, но начинаем мы с 13 последних петель раппорта. То есть я жгут исключила. Видите, у меня здесь нет жгута. Вот эти 13 это без жгута. Смотрим еще раз схему. Видите, начинается раппорт со жгута на 6 петлях. Вот его в этом размере нет крайнего. И сразу начинается узор с 2 изнаночных и вот эти продолжения, ажурные узоры, 2 изнаночные. Вот это в сумме дает 13 петель. Без жгута. Жгута нет. Вот. А далее идет полноценный раппорт 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Понятно, да? Здесь жгута нет. Здесь его тоже нет. Заканчивается у нас все 2 изнаночными. Вот. А здесь начинается с 2 изнаночных. То есть все симметрично, красиво смотрится. И в сумме это 129 петель для 48-50 размера. Дальше третий размер. 52-54, российский размер. И у нас с вами идет 7 раппортов подряд по 19 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Для симметрии 6 петель это жгут наш, кромочные справа-слева, в сумме дает 141 петля. Спинка перед вяжется совершенно одинаково. Смотрите далее. Значит, здесь применяется у нас понятие вертикальная плотность. Любой вертикальный размер, в моем случае, вот, например, мерка от планки до проймы, составляет 25 сантиметров. Да? Я перевожу с помощью вертикальной плотности в ряды. У нас вертикальная плотность была посчитана в 1 сантиметре 2,5 ряда. 25 сантиметров умножить на 2,5 получается 62 ряда. Вязать надо, девочки, 62 ряда узором, как я вот вам сейчас показала, расположенных. Затем закрываем сразу в один раз 8 петель и продолжаем вязать наш узор в высоту. На определенной высоте, об этом я очень подробно пишу в текстовом описании под видео, расположена инструкция по вязанию. И там я говорю, все эти моменты обговариваю, на какой высоте у нас находится с вами, начинает формироваться скос плеча. На какой высоте по спинке и по переду начинает формироваться вырез горловины. Все рассказываю там. Здесь я сейчас вам в общем случае объясняю, откуда у меня взялись эти петли. На вырез горловины при ширине 20 сантиметров у меня по размерам получилось 46, 47, 49 петель. Как я их считала? На примере первого размера 20 сантиметров я умножила на нашу плотность по горизонтали 2,3. Получилось 46 петель. Понятно, да?
Ну и далее я чуть-чуть увеличивала для других размеров. Все, что осталось после проймы и выреза горловины, я делила пополам это количество петель. У меня получилось на скос плеча на плечо приходится 30, 33, 38 петель. Их тоже надо было расположить соответствующим образом. Как сформировала я скос плеча. Высота скоса у меня, видите, 10 рядов в высоту, 4 сантиметра. Я тоже подробно рассказываю в описании, в инструкции под видео в виде текста. Так, здесь я думаю, что здесь никаких уже у вас вопросов нет. Мне показалось, я все объяснила. Все, что непонятно, читайте в инструкции под видео. На рукав переходим, девочки. Очень внимательно отнеситесь к длине рукава. Ее надо тщательно для себя определить. Если смотреть на нашу оригинальную модель, то там видно, что рукав очень широкий. Да? То есть у нас сразу от планки, которая вяжется, очень высокая, она 10 сантиметров я взяла, но она явно там прям манжета такая огромная, большая идет. Вот, то есть это на любителя. Эту величину под себя откорректируйте. Длину рукава под себя обязательно откорректируйте. Я взяла среднюю мерку. Значит, у нас будет небольшой такой импровизированный окат на высоту всего 3,5 сантиметра. И получилось, что от нижней планки до оката у меня 32 сантиметра. Также я все это перевела в ряды с помощью вертикальной плотности. Да? И смотрите, значит, для планочки, которую мы вяжем резинкой 1 на 1, набираем 45, 47, 49 петель в зависимости от размера. В последнем изнаночном ряду планки надо очень большие прибавки сделать. Здесь очень пышно идет такой прям полотно, очень пышно в виде рукава епископ называется. Очень широкое идет полотно, сразу же начинается. Поэтому нам надо вот с этих величин до 103 петель набрать. Представляете? То есть у вас получится, что если даже вы в каждую петлю будете делать по двойной прибавке, да, то есть увеличить вдвое, это все равно надо даже где-то втрое увеличивать. То есть вот здесь вот прям очень крупная прибавка идет, очень крупная. Темы, как бы там ни было, у нас должно быть 103 петли. Конечно, мы можем начинать с вами вязать немножечко скос делать и так далее. Но вот здесь такой момент, что надо, чтобы было 103 петли. Мое описание будет рассчитано на то, что наши узоры сразу начинают вот с такого, наши петли располагаются сразу вот таким образом. 103 петли – это 5 раппортов по 19 петель. Для симметрии 6 петель жгута идет слева и кромочной с двух сторон. 103 петли. У нас сразу включается узор. На все размеры одинаково. И вяжется он на высоту 32 сантиметра. Но у вас, возможно, это будет другая мерка. Вот. И затем начинает формироваться небольшой окат. Как закрыть эти петли последовательно и плавно, я тоже описываю в своем описании под видео. Читайте там, девочки. На третий размер я сделала исключение, и у меня не 103, как на первые два размера, а 111 петель будет здесь, в самой широкой части рукава. И будет формироваться небольшой скос по рукаву. На 4 петли будем прибавлять с одного края и с другого края скоса. Через 20 рядов получается, я устно посчитала. 80 рядов поделить на 4, то есть в каждом 20 ряду мы делаем с вами по прибавке. И это касается только третьего размера. На первые два так 103 петли мы ведем до оката. Понятно, да? Все, мои хорошие, в принципе, я все, что могла, вам рассказала и объяснила. Надеюсь, самое главное — это расположение узоров и количество петель. Я объяснила, как их получить, да? Вот. Ну, а далее
включаете в процесс свой творческий потенциал, вы можете, конечно, изменить конструкцию, как-то там что-то свое добавить, да, свое творческое внести, свое видение этого джемпера по-своему, да, возможно. Кто-то, может быть, хочет полноценный окат, да, то есть рукав классический такой с окатом. В общем-то, кто-то регланом хочет связать. У каждого у нас свои потребности и свои желания. Я желаю вам удачи. Основные моменты по вязанию данного джемпера я осветила. Ну а все нюансы, я думаю, вы справитесь самостоятельно, поскольку я уверена, что новички не возьмутся за такую модель. Здесь все-таки требуется опыт вязания. Модель не самая простая, я вам хочу сказать. Узор требует навыков вязания. Вот. Я не хочу сказать, что это сложный узор, но я хочу сказать, что надо как минимум уметь перекрещивать петли, да, в жгуте. В общем, мои хорошие, я думаю, что вы справитесь с этой красотой самостоятельно. И до новых встреч. Желаю вам удачи!